Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забудьте нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Всем добрый день! В данном видео будем вязать платье для куклы. Для работы вам понадобится сама кукла, которую вы хотите одеть. Эта кукла связана по моему бесплатному мастер-классу «Кукла Бонита». Мастер-класс можно найти на моем сайте smallydolls.ru. Заходите и вяжите такое тело. Или можно использовать другую куклу, связанную по другому мастер-классу. Тогда нужно будет корректировать в некоторых местах схему платья. Я буду объяснять, в каких местах. Для вязания платья я буду использовать пряжу точно такую же, как и для вязания тела. И такой же крючок. У меня это ирис гамма и крючок 1 мм. Начинаем вязание платья с вязания цепочки из воздушных петель. Свяжите цепочку такой длины, какой вы бы хотели длину платья. У меня это 45 воздушных петелек. У меня вот такая длина платья будет примерно. И довяжите цепочку вот до этого места. Ориентируйтесь на свою куклу. Вот такая у меня цепочка получилась. Теперь вяжем дополнительно 3 воздушные петли подъема. Из 4 петли от крючка начинаем провязывать столбики с накидом. Раз, два. И следующую петельку снова провязываем столбик с накидом. И так провязываем столбики с накидом в каждую петлю цепочки. Итого у меня получается 45 столбиков с накидом. Вот такая должна получиться полоска по длине платья. Здесь лучше закрепить этот начальный кончик, провести его несколько раз через уже связанные столбики. И провязать в следующем ряду. Второй ряд. Я делаю 3 воздушных петли подъема, поворачиваю вязание и буду вязать только за задние стенки петель предыдущего ряда. Сюда вот внутрь прокладываем кончик и провязываем столбик с накидом. Снова делаем накид и в следующую петлю опять только за заднюю стенку провязываем еще один столбик с накидом. Снова накидываем нить и за заднюю стеночку провязываем еще столбик. И таким образом я довязываю до середины. У меня будет 23 столбика с накидом. Так вот у меня будет получаться. И дальше вторую половину я вяжу полустолбиками с накидом, тоже за заднюю стенку. Все 3 петли на крючке сразу провязываем. Получится полустолбик с накидом. Еще раз покажу. За одну стенку и все 3 петли на крючке.
И так довязываем до конца ряда. Получится уже вот такая полоска. Вяжем дальше следующий ряд. Здесь делаем 2 воздушные петли подъема, потому что у нас полустолбики. Снова делаем накид и опять за задние только стенки начинаем вязать полустолбики с накидом в обратную сторону. Один и еще один свяжу. Опять за заднюю стенку полустолбик. И так далее. Вяжем опять до того же места, где мы сменили вид петель. 22 полустолбика с накидом. И до конца уже столбики с накидом 23. Вот так уже будет получаться. Снова делаю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Поворачиваю вязание. И снова только за заднюю стенку. То есть при каждом повороте мы продолжаем вязать за задние стенки только. Столбик с накидом. И таким образом провязываем 23 столбика с накидом и 22 полустолбика с накидом. Обратный ряд и еще один ряд. Уже вот такая деталь получится. Вот здесь у нас полустолбики, здесь столбики с накидом. Переворачиваем куклу и примеряем деталь на спину, примерно от центра спины и до плеча. Если у вас также до плеча, то размер подходит. Если кукла, например, шире, то по аналогии просто довяжите еще ряды. Снова делаем 2 воздушные петли подъема, поворачиваем и теперь будем вязать рукав. Делаем накид и вяжем 8 полустолбиков с накидом. Опять только за заднюю петельку, за стенку заднюю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последний полустолбик 8. И для расширения рукава снизу провязываем столбики с накидом уже. 1, 2, 3. Итого мы заняли 11 петель. Здесь мы вяжем 3 воздушные петли и снова поворачиваем вязание. И теперь наоборот провязываем 3 столбика с накидом
и 8 полустолбиков с накидом. Также за заднюю только стенку. 1, 2, 3. И переходим на полустолбики. 8, 1 и еще 7 довяжите. Здесь сделаем 2 воздушные петельки, по аналогии вяжем 8, 3, 3, 8, 8, 3, 3, 8 и еще раз 8 и 3. Получится вот такая деталь, и нужно приложить к кукле и примерить, подходит ли ей по руке рукав. Если у вас так же, то оставляем и вяжем дальше. Если рука, допустим, шире, то нужно довязать ряды по аналогии. Теперь вставляем обратно крючок, берем нашу деталь, делаем накид и возвращаемся вот к тем петелькам. В следующую свободную петельку опять только за заднюю стенку провязываем полустолбик с накидом. Один, опять за заднюю стенку, второй, третий, и всего нужно связать 11 таких полустолбиков и потом перейти на столбики с накидом. Вот такая уже деталь будет. Нужно примерить на куклу, хорошо ли ей это платье будет. Рука должна помещаться и свободно доходить до верха. Вот так примерно должно быть. Теперь снова делаем 3 воздушные петельки подъема, поворачиваем и также за задние петли провязываем 23 столбика с накидом, 11 полустолбиков, переходим на вот эту часть, на рукав, и провязываем 9 столбиков с накидом и 2 полустолбика с накидом. Переворачиваем, вяжем снова 2, 9, 11 и 23. Теперь повторите аналогичным образом 4 ряда. Вот такая будет деталь. Примеряем на куклу. В месте груди за счет вязания столбиков с накидом у нас должно быть увеличение. И на груди платье растянется. Должно так облегать грудь. И следующие ряды, они должны получиться по центру. По передней части, по центру между деталями. Если у вас недостаточно, то просто по аналогии еще довязываете ряды. Теперь вяжем снова 23 столбика с накидом, 11 полустолбиков, и здесь встретимся. И в этом месте начинаем вязать
также за задние стенки только, но уже столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Остается 4 петли и провязываем здесь 2 убавки. За задние стеночки я просто провязываю 1 и 2 последние петли цепляю и делаю вторую убавку. Делаю одну воздушную петлю подъема, поворачиваю. И следующий ряд уже за обе стенки провязываю обычные столбики без накида. 9 столбиков получается. Дальше делаю накид и снова только за задние стенки провязываю полустолбики. 11 полустолбиков и 23 столбика с накидом. Поворачиваем, идем обратно, 23 и 11. В этом месте снова за обе стенки провязываем столбики без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И оставшиеся 2 петельки, где у нас до этого были убавки, мы наоборот делаем прибавки. То есть по 2 столбика без накида в одну петлю. 1 и второй туда же столбик. И в последнюю петлю 1 и второй столбик туда же. Здесь получается такая выемка небольшая. Это будет центр передней части платья. Это в этом месте должно проходить. Ориентируйтесь по вашей кукле. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема, поворачиваем. И уже начинаем снова вязать за задние стенки только, как мы до этого вязали, абсолютно аналогично. 2 полустолбика с накидом. Раз. И 2. И далее 9 столбиков с накидом. Соблюдаем симметрию и вяжем так же, как мы вязали только что первую часть платья. Вяжем потом 11, 23, поворачиваем и делаем абсолютно все симметрично. Здесь у нас проходит середина и соответственно ряды переносим точно так же. Аналогично делаем рукав и заканчиваем по спине такие же ряды поворотные, аналогично схеме.
Примеряем платье на куклу. Одеваем на руки и смотрим по спине, как получается. Аккуратно натягиваем платье. Поворачиваем. И вот здесь должны сойтись начальный ряд и последний связанный ряд. Если, например, сильно натягивается в районе попы, то можно еще провязать ряд аналогично. И затем я сшиваю просто две части, примерно до талии, до пояса, чтобы платье было съемное. Если не съемное, то можно до конца просто сшить две детали и все. В конце вязания вытягиваю нить и сшиваю. По очереди ввожу крючок в разные части и вывожу нить. Можно также иголкой поступить, вдеть нить в иголку и сшить, как обычно. Я делаю при помощи крючка. И все время примеряйте, пока сшиваете, чтобы платье снималось. Сшивайте вот до пояса. Платье получается довольно простое. Вот так вот оно у меня выглядит. По желанию можно добавить какие-то украшения, обвязать по краю другим цветом, например, карманы добавить. Но у меня будет вот такой очень простой вариант. Сзади можно сделать липучки, застежки, пуговки. Все по вашему желанию уже. На этом видео я заканчиваю и спасибо за просмотр.